Изящный и утонченный образ, который прекрасно впишется в любой гардероб. Подойдет как для повседневной носки, так и для особенных случаев. А деликатный вырез по спинке, оголяющий лопатки, точно придаст вам уверенности и распрямит ваши плечи. А с вами я, Юля, вы на канале Жуэндо, и я подготовила для вас мастер-класс по созданию этого шедевра. В этом мастер-классе я буду использовать спицы 3 миллиметра. Я буду пользоваться чулочными, так как само полотно будет вязаться резинкой, и оно довольно-таки будет стягиваться. Поэтому мне хватит этих коротышей. А вот для рукавчиков я буду использовать круговые спицы того же самого номера, хотя в принципе здесь все можно связать на круговых спицах. Что касается пряжи, я буду использовать Газал Baby Cotton 3424 бежевый. Это 60% хлопка и 40 акрила. Вес кофточки составляет 260 грамм, то есть на этот размер нам нужно будет взять 6 моточков. Размеры кофточки и свои параметры я оставлю в описании под видео. Итак, нам нужно будет сделать классический набор на одну спицу, и так мы набираем 88 петель. Набор должен быть кратен 4 петлям. Итак, набираем петли, как показано в видео. Так будет выглядеть наш наборный край. Мы будем начинать вязать уже с изнаночной стороны. Это будет первый ряд. Первую кромочную мы снимаем. Далее провязываем 2 изнаночные. С лицевой стороны они будут выглядеть как лицевые. Итак, 2 изнаночные, затем 2 лицевые, 2 изнаночные, и 2 лицевые. Наш наборный край закончится 2 изнаночными петлями и кромочной. Так вяжем до конца ряда. А затем провязываем еще 18 рядов. Всего выйдет 19. Встретимся на лицевой стороне. Я заранее разделила полотно напополам, и наша задача выделить линии, которыми будем очерчивать нашу талию. Как вы видите, центром является изнаночный ряд. За ним идет ряд лицевых петель, мы его пропускаем, а следующий за ним ряд помечаем. И точно так же помечаем еще один ряд лицевых петель. С ними мы будем работать. То же самое от центра. Один ряд пропускаем, следующий помечаем. Мы помечаем только лицевые петли. Один рядочек пометили и рядом стоящий еще один. Вяжем по рисунку до первого маркера. Мы подошли к первому маркеру, не провязав одну изнаночную. Сейчас нам нужно будет сократить одну лицевую и одну изнаночную. То есть мы таким образом будем делать наклон вправо. Далее вяжем до следующего маркера. Вот она наша косичка. Провязываем 2 лицевых. А далее для восстановления баланса в этой вселенной нам нужно будет сделать одну прибавочку. Поднимаем перемычку между петлями и провязываем ее как лицевую скрещенную с наклоном влево. Далее вяжем до следующего маркера. Перед дорожкой из лицевых петель нам нужно будет тоже сделать прибавку для симметрии. Здесь мы делаем прибавку только уже с наклоном вправо и тоже провязываем ее как лицевую. И вяжем до следующего маркера.
Вот мы подошли к маркеру, и здесь нам нужно будет сделать убавки точно так же, как и с другого края. Провязываем первую лицевую, а следующую провязываем вместе с изнаночной с наклоном влево. Остальные петли довязываем по рисунку. Так мы восстановили необходимое количество петель в ряду. Рисунок пока не заметен, но скоро он себя проявит. А петли, которые мы прибавили с лица, они выглядят как лицевые. Соответственно, с изнанки мы их будем провязывать как изнаночными. Вот посмотрите, здесь как раз таки 3 петельки. Мы их провязываем изнаночными. И с другого конца то же самое. Вот она наша прибавка, и рядышком 2 изнаночные петли. Провязываем так 3 ряда. Уже даже на этом этапе заметно, как наши линии начинают разветвляться. Сейчас вяжем опять до первого маркера. Мы подошли к первому маркеру, и осталась не провязанная одна изнаночная. Ее мы будем провязывать с лицевой с наклоном вправо. Так у нас встретились 4 косички. Вяжем до следующего маркера. Здесь мы провязываем 2 лицевые и опять делаем прибавочку с наклоном влево. Поднимаем перемычку и провязываем скрещенную лицевую. Вяжем до следующего маркера. Так, мы подошли к нашей прибавочной петле, мы ее провязываем, и затем от нашего ряда с косичками мы делаем еще одну прибавку из перемычки. Вяжем ее как скрещенную с наклоном вправо. И вот наш крайний помеченный ряд. Провязываем одну лицевую, а следующую лицевую провязываем вместе с изнаночной с наклоном влево. Оставшиеся петли довязываем по рисунку. Так теперь выглядит наш рисунок. Обратите, пожалуйста, внимание, там, где мы делали прибавки, у нас появилось 4 лицевых петли. То есть с изнанки, вот, например, здесь где убавки, мы провязываем 4 изнаночных. И там, где мы прибавляли, тоже провяжем изнаночные, как с одной, так и с другой стороны. Провязываем по рисунку 3 ряда. Мы снова очутились на лицевой стороне. Сейчас наша задача провязать до первых 4 лицевых петель. Две крайние лицевые петли слева – это наш помеченный ряд. Итак, провязываем одну лицевую, а вот следующие 2 лицевых мы провязываем вместе. То есть мы все время будем работать с рядом из 2 лицевых петель. Вяжем до следующего маркера. Далее следующий маркер, вяжем 2 лицевые и делаем прибавочку. Но сейчас нам нужно будет изловчиться и провязать так скрещенную петлю, чтобы у нас получилась изнаночная. Ни в коем случае не вяжите как лицевую, получится дырки, некрасиво. Я знаю, я перевязывала. Поэтому смотрите, как я это делаю в видео. Придется немножечко постараться, это не так просто, как кажется, но у вас получится. Их не так часто придется делать. Так, это как раз таки уже изнаночная, помним. Вяжем до следующего маркера.
Провязываем 2 лицевые, которые мы прибавляли, и между ними вклиниваем 1 изнаночную. Смотрите, как я делаю это видео. С этой стороны, кстати, намного проще ее провязать. Вяжем как изнаночную. Далее провязываем до следующего маркера. Вот они, наши 2 лицевые косички. Первую провязываем, а следующие 2 провязываем вместе с наклоном влево. У вас всегда будет один ряд убавочный, всегда будет одна и та же косичка. Оставшиеся петли довязывайте до конца. Я думаю, с изнанки вы уже разберетесь. Плюс провязываем еще 3 ряда. У нас остался последний ряд раппорта. Вяжем до первого маркера. На линии с маркером у нас находятся 3 лицевые петли. 2 из них основные, одну мы сейчас убавим. Помним, у нас всегда идут убавки по одной линии. Делаем убавку с наклоном вправо, вяжем до следующего маркера. Все, таким образом мы, кстати, восстановили наши линии. Следующий маркер, провязываем 2 лицевые и делаем одну прибавку изнаночную. Вот она, наша линия. Можете передвигать периодически маркеры, чтобы не запутаться. Поднимаем перемычку сразу же от линии с лицевыми петлями и провязываем как изнаночную. Да, тяжело, но блин, что поделать, по-другому будет очень некрасиво. Можете попробовать, но не советую. Провязали. Все, теперь рисунок восстановлен. Здесь у нас снова 2 изнаночные получились. Далее вяжем до следующего маркера. Вот она, наша одна прибавочная изнаночная петля. Или восстановление рисунка делаем еще одну прибавку сразу от нашей линии. Провязываем как изнаночную. Далее вяжем по рисунку до следующего маркера. Вот снова наши 3 косички. Первую мы провязываем, а следующие 2 по одной линии провязываем с наклоном влево. Так теперь выглядит наш рисунок. Мы провязали первый раппорт. Сейчас самое время передвинуть маркеры, чтобы не запутаться и не сделать убавки и прибавки там, где это не надо. Кстати, после этого провяжите еще 3 ряда по рисунку. Краткий саммари по узору. Самые крайние линии мы будем убавлять, а к центральным, наоборот, прибавлять. Так у нас будет восстанавливаться количество петель. Всего нужно будет провязать 5 таких раппортов. Здесь у меня провязан последний раппорт, и после него еще 3 рядочка по рисунку. Сейчас нам нужно сделать подрезы. Нам нужно убавить 8 петелек. Первую снимаем, следующую провязываем и протягиваем. Это первая. Вторую провязываем, протягиваем. Петли провязываем так, как они лежат в полотне. Третья, четвертая,
5, 6, 7 и 8. Оставшиеся петли провязываем по рисунку. Если изнаночная, то изнаночная, если лицевые, то лицевые. Первый ряд с убавками по пройме я помечу маркером, чтобы проще было считать, сколько рядочков мы провяжем до выреза по горловине. Ну и соответственно, сколько выйдет в целом на наши лямки. С обратной стороны нам тоже нужно будет убавить 8 петелек. Убавляем точно так же. Кромочную снимаем, следующую провязываем, протягиваем, вторую провязываем, протягиваем, третью провязываем, протягиваем, 4, 5, 6, 7 и 8. Оставшиеся петли вяжем по рисунку до конца ряда. Затем провязываем еще 12 рядов, и всего от маркера выйдет 13 рядочков. Далее разделяем наше полотно на 3 части. По 23 петли на каждую полочку. (23 петли на правую полочку) и соответственно 23 петли на левую. А в центре на горловину у нас выйдет 26 петель. Позже мы убавим по 3 петельки с каждой полочки, чтобы вырез сделать немного округлее. Начинаем вязать первую полочку, 23 петельки по рисунку до первого маркера. Мы подходим к маркеру, и на правой спице должно остаться 23 петли. Они пойдут у нас на правую полочку. Далее провязываем первую петлю, вторую, и эту вторую протягиваем через первую. Так мы сократили одну петлю. Затем вторую сокращаем, третью. Мы делаем убавки точно так же, как и на подрезы. Петли провязываем, как они лежат в полотне. Если изнаночная, провязываем изнаночной. Если лицевая, то провязываем лицевую. Напоминаю, нам нужно убавить 26 петель на горловину. Старайтесь не перетягивать петли, чтобы горловина потом не стянулась и рисунок не поехал. Это будет крайне некрасиво. Как только мы подойдем к маркеру, у нас останется на правой спице 1 петля, а на левой 23. Поэтому эту одну петлю нам нужно будет еще убавить. Так наши полочки уравняются. Довязываем полочку до конца ряда. Кстати, сейчас мы провязываем 14 ряд от проймы. Этот ряд советую пометить маркером, чтобы проще было вести отсчет, сколько нужно провязать на каждую из лямок, чтобы они были одинаковые. То есть помечаем левую лямочку
И, соответственно, пометьте и правую лямочку, чтобы они в конечном итоге вышли у нас одинаковыми. Приступаем к вязанию левой полочки. Здесь нам нужно будет сделать 3 убавки от горловины. Изнаночный ряд вяжем по рисунку, ничего не прибавляем и не убавляем. В лицевом ряду мы будем делать убавку. Первую кромочную мы снимаем, а следующие 2 петельки провязываем вместе с наклоном влево. Затем вяжем этот ряд до конца. Изнаночный ряд провязываем по рисунку, без убавок. И мы снова оказываемся в лицевом ряду. Кромочную снимаем, а следующую лицевую и изнаночную провязываем вместе с наклоном влево. Ряд довязываем по рисунку. В изнаночном ряду вяжем все без изменений. Нам осталось провязать последнюю 3-ю убавочку. Кромочную снимаем, а лицевую и следующую лицевую провязываем вместе. Так у нас восстановился рисунок, и довязывайте этот ряд до конца. Так теперь выглядит наш квадратный вырез, но при этом с немного закругленными уголками. Далее нам нужно будет провязать лямку на необходимую высоту. Лично я провязала от маркера 35 рядочков. Это если его не учитывать. То есть всего у меня вышло 49 рядов от проймы. Так, мы смотрим, у нас 15 сантиметров, но это как-то маловато. Но если натянуть, так как все-таки кофточка будет натягиваться, то доходит аж до целых 20 сантиметров. Приступаем к закрытию нашей лямки. Здесь мы делаем все абсолютно то же самое, как и до этого. Кромочную снимаем, следующую провязываем и протягиваем через петлю на правой спице. Далее опять провязываем, протягиваем, провязываем, протягиваем. И так закрываем до конца нашей лямки. Ниточку можно вытянуть подлиннее, чтобы потом ею можно было сшить. И обрезаем ее. Все, первая лямка готова, приступаем к правой.
Так как с лицевого ряда мы уже с вами провязали, мы начнем вязать с изнаночного. Прикладываем ниточку и вяжем этот изнаночный ряд по рисунку без убавок. Помним, у нас стоит маркер на 14 ряду. Мы от проймы провязали 14 рядов, сейчас это уже идет 15. Я решила поменять маркер, так как тот у меня сваливался, и это была бы катастрофа, если бы я потеряла счет. Все убавки мы будем делать в лицевом ряду, точно так же, как и с левой полочкой. Довязываем до конца ряда, не провязывая 3 последние петли. У нас осталось 3 последние петельки на левой спице, и нам нужно будет их развернуть так, чтобы провязать убавку с наклоном вправо. Кромочную провязываем изнаночной. Это наша первая убавка. Помним, нам их нужно сделать 3 штучки. В изнаночном ряду мы все вяжем по рисунку без убавок. В лицевом ряду вяжем все петли до конца, не провязывая 3 крайние. Петельки разворачиваем и провязываем 2 вместе с наклоном вправо. Кромочную, изнаночной. Это была вторая убавка. В изнаночном ряду все провязываем по рисунку. В лицевом ряду вяжем все петли, не довязывая 3 крайние петельки от горловины. Петельки разворачиваем и провязываем 2 вместе с наклоном вправо. Кромочная, изнаночной. Все, мы провязали 6 рядочков, то есть с этого момента по факту нам нужно провязать теперь 29 рядов. Всего от маркера 35, а всего от проймы 49. В общем, 49 рядов от проймы, а от последнего маркера 35. Боже, я надеюсь, я вас не запутала. Провязываете на высоту необходимую нашу лямочку и закрываете петельки в лицевом ряду. Что касается спинки, здесь мы делаем то же самое. Набираем 88 петель, провязываем 19 рядочков и затем провязываем 5 раппортов. А после этих раппортов провязываем еще 3 рядочка и оказываемся в лицевой стороне. Затем сразу делим наше полотно на 31 петлю, 1 полочка, 26 петель на вырез и 31 петля на левую полочку. Приступаем к подрезам. Нам нужно убавить 8 петелек. Делаем все аналогично, как и делали до этого. Первая, вторая,
3, 4, 5, 6, 7 и 8. Заканчиваем на изнаночной. Далее вяжем по рисунку до первого маркера. По спинке у нас будет глубокий вырез, поэтому убавки на нашу типа горловину, на самом деле на вырез по спинке, мы начнем делать в этом же ряду, там, где и подрезы. Поэтому сейчас приступаем к сокращению наших петелек. 26 петелек сокращаем. То есть у нас выходит 25 до маркера на левой полочке, и, соответственно, еще одну петельку после маркера мы тоже сокращаем, чтобы на левой полочке осталось 31 петелька. — 25 уже убавлено. Убираем маркер и убавляем 26 петельку. Оставшиеся 31 петельку провязывайте до конца ряда. Помечаем первый провязанный ряд, где мы делали убавки. Это наш будет нулевой ряд. От него мы будем вести отсчет в длину наших полочек. Помечаем как с одной стороны, так и с другой стороны. Разворачиваем и с изнаночного ряда делаем убавки на левой полочке. Убавляем 8 петелек для подреза. Оставшиеся петельки провязывайте по рисунку. Это наш первый ряд. По спинке на лямках мы также будем делать по 3 убавки, точно так же, как и на передней части кофточки. Кромочную снимаем, а 2 следующие провязываем вместе с наклоном влево. Это наша первая убавка. Вяжем петли до конца ряда. Напоминаю, все убавки мы будем делать только с лицевой стороны. Изнаночный ряд мы также провязываем без изменений, все по рисунку. Как лежат петельки, так их и провязываем.
Снова в лицевом ряду делаем убавку. Кромочную снимаем, а вторую и третью петельку провязываем вместе с наклоном влево. Это наша вторая убавка. Оставшиеся петли вяжем до конца по рисунку. С изнаночной стороны все вяжем без изменений. Пришло время последней, третьей убавки. Кромочную снимаем, а 2 следующие петельки провязываем вместе с наклоном влево. Довязываем до конца ряда. Итак, мы провязали с вами уже 6 рядочков и осталось провязать еще 43. То есть то же самое, от проймы до последнего ряда у нас 49 рядов. Лямочка готова и осталось лишь закрыть. Все делаем по классике. Первую кромочную мы снимаем, следующую провязываем и протягиваем. Провязываем и протягиваем. Так мы закрываем все до конца. Петли как лежат, если это изнаночная, провязываем как изнаночную. Если это лицевая, то провязываем как лицевую. Мы уже на финишной прямой по нашей спинке. Левая полочка уже готова. Осталось провязать правую. Так как мы первый лицевой ряд провязали уже, значит опять начинаем вязание с изнаночной стороны. Прикладываем ниточку и вяжем в изнаночном ряду все по рисунку. В лицевом ряду со стороны выреза мы также будем делать 3 убавки. Вяжем до конца ряда, не довязывая 3 крайние петли. Кстати, сейчас мы вяжем второй ряд. Изнаночный был первый, сейчас второй. Маркер мы не учитываем, это наш нулевой ряд. Осталось 3 петельки, провязываем их вместе с наклоном вправо. Кромочную провязываем изнаночной. Изнаночный ряд провязываем по рисунку без убавок. В лицевом ряду провязываем все петли по рисунку, не довязывая 3 крайние петли. Две петельки провязываем вместе с наклоном вправо. А кромочную изнаночной. Мы провязали вторую убавку. Изнаночный ряд провязываем по рисунку. В лицевом ряду вяжем все по рисунку, не провязывая 3 крайние петли. Две петельки вяжем вместе с наклоном вправо. А кромочную изнаночной.
Все, теперь осталось довязать наши лямки до необходимой высоты от маркера 49 рядочков. Следующим шагом нам нужно будет связать перед и спинку. Начнем мы связывать с плечиков. Складываем их изнанка к изнанке, то есть лицом к себе. Соединяем лямочки. Наш рисунок будет располагаться четко друг напротив друга. Изнаночная напротив изнаночных, косички напротив косичек. Мы будем сшивать матрасным швом петля в петлю. Вначале вставляем иголочку под кромочную петлю. И точно так же зацепляем с другой полочки за кромочную. Далее вводим в кромочную и выводим из центра косички. Сразу же вводим под кромочные петли. Протягиваем. А вот вверху нам нужно будет сделать то же самое, но расположить петли так, чтобы они были перевернутыми. То есть вот у нас стандартная косичка, как мы ее обычно видим, а так она выглядит перевернутая. Захватываем за обе дужки. Возвращаем иглу в центр косички и выводим из центра следующий. Далее опять захватываем косичку перевернутую за обе дужки. Вводим иголочку в центр косички и выводим из центра изнаночной петельки. Вверху точно так же нам нужно будет подцепить за обе дужки изнаночной петли. Вот так вот она выглядит. Вводим иголочку в центр изнаночной петли, из которой выходили, и выводим из центра следующей изнаночной петли. Вверху захватываем за обе дужки изнаночных петель. Возвращаем иголочку в центр изнаночной и выводим центр лицевой. Вверху также захватываем за обе дужки лицевой косички перевернутой и так сшиваем до самого конца оба плечика. Плечики готовы. Пора сшивать боковые части. Здесь мы также будем сшивать матрасным швом петля в петлю. Сшивать мы также будем с лицевой стороны, поэтому складываем точно так же изнанка к изнанке. Мы будем сшивать не кромочные петли, а вот наши косички. То есть у нас по 2 косички идут. Вначале вводим в самое основание в одну косичку. Вот наша кромочная, а вот косичка. Их у нас по 2 штучки. И с другой стороны точно так же вводим в основание косички. Так мы соединили изначально детали. Хвостики оставляем, мы их потом заправим, завяжем, обрежем. Далее нам нужно подхватить за одну перемычку косички. Подхватываем. С другой стороны точно так же вводим в основание и захватываем перемычку нашей полноценной косички. Слева вводим центр косички и выводим из следующей. Справа то же самое.
Подхватываем одну перемычку, не пропускайте ни одну из них, иначе ваш рисунок может сбиться и пойти косо. Для меня это самый медитативный метод. Я когда открыла для себя этот способ сшивания, боже, я его так люблю. Я готова теперь абсолютно все сшивать. Просто давайте мне разные кусочки вязаные, я их буду сшивать и сшивать, потому что это просто прекрасно. Кстати, чтобы сильно не заморачиваться, можете сшивать небольшими отрезочками, а затем просто подтягивать ниточку, и все будет замечательно. Ничего у вас не запутается. Сшивайте так 2 половинки до пройм. Вместе шва у нас будет образовываться 3 ряда косичек. Этого в готовом полотне совершенно не будет заметно. Пришло время вточного рукава. Звучит страшно, но на самом деле это тоже очень интересно. Мне очень нравится этот способ, получается крайне аккуратно. Итак, изначально находим центр нашей проймы. Это как раз таки и есть наш шов. Вводим туда спицу или крючок, чем вам будет удобно. Здесь будет располагаться первая наша петля. Затем нам нужно будет поднять 8 петелек по нашей пройме, в каждую из петелек, под самый корешок, под саму кромку. Затем переходим к набору по лямке. Кстати, не переживайте из-за этой дырочки, я вам покажу потом, как от нее избавиться. Мы будем поднимать петли не из самой кромочной, а точно так же из ряда косички. Вот у нас один и второй ряд. Первая петелька, вторая петелька, затем одну пропускаем и в следующую провязываем. Поднимаем оттуда петельку. Это третья. Потом сразу же первая косичка, поднимаем. Вторая косичка, третью пропускаем и в следующую провязываем. Сразу же опять первая косичка, вторая косичка, третью пропускаем и в следующую. Так набираем 48 петель до центрального плечевого шва. По центру плечевого шва советую поставить маркер. Он нам еще пригодится. Далее набираем точно по такому же принципу 48 петелек с учетом проймы. Только помним, по пройме мы поднимаем все петельки без исключения. Если вдруг у вас будут там какие-то несостыковки, просто где-то не пропускайте петельку. Почему-то у меня выходит так с каждым полотном. Всего у нас на рукав выйдет 96 петель. Если захотите пошире рукавчик, можете сделать пошире. Соответственно, делать набор с другим интервалом или, возможно, даже в каждую петлю. Я решила сделать для себя именно так. Мы подняли 96 петелек. Сейчас нам нужно будет провязать ровно до нашего центрального шва по плечу. Провязываем все лицевыми
Этот рядочек можно пометить маркером, это наш первый ряд. Я подошла к центральному шву по плечику, и сейчас нам нужно будет определить ширину нашего плеча. Вы его можете просто замерить сантиметром и по петлям посмотреть, сколько это выходит. У меня вышло по 10 петель от центра, то есть всего на плечо я отложила 20 петель. Кстати, плечико мы будем провязывать поворотными рядами. Итак, от центра я провязываю 10 петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и 10. Далее наша задача подхватить одну петельку с левой спицы. Располагаем нить перед работой, переснимаем петлю, мы как бы ее обкручиваем и разворачиваем вязание наизнанку. Эта обкрученная петля будет нашей кромочной. Мы ее снимаем, ниточку подтягиваем и провязываем 10 петелек до центра. Также от центра провязываем еще 10 петелек. Спицы у меня, конечно, старички, цепляется все, но когда-нибудь я точно куплю себе новые качественные спицы. Так, 10 петелек готово. Сейчас нам нужно будет сделать то же самое, как и с того конца. Нить располагаем за работой и как бы с лицевой стороны на изнаночную обкручиваем рабочей нитью. Это у нас получилась кромочная. Мы ее переснимаем, не провязывая. И дальше вяжем все по рисунку до следующего разворота. Наша дополнительная петелька очень хорошо заметна. Мы ее сейчас провязываем лицевой, а следующую петельку мы точно так же обкручиваем с лицевой стороны на изнаночную. Разворачиваем. Ее мы не провязываем, пока что она наша кромочная. Далее вяжем петли до конца, до следующего разворота. Подошли к обкрученной петельке, ее мы провязываем изнаночной, а следующую петельку обкручиваем с лица на изнаночную сторону. Разворачиваем вязание. Ниточка обкручивает с лицевой стороны изнаночную, напоминаю. Ее мы не провязываем, снимаем как кромочную, остальные вяжем по рисунку. Вяжем так до следующего разворота. Мы снова подошли к обкрученной петельке, ее мы провязываем лицевой и
Добавляем еще одну петельку с левой спицы. Ее мы обкручиваем с лицевой стороны на изнаночную и разворачиваем вязание. Эту петельку мы не провязываем, а просто переснимаем. Ниточку постоянно подтягиваем. Вяжем до следующего разворота. Мы вновь подошли к обкрученной петельке. Кстати, если вы их не особо замечаете, то просто можете помечать маркером. Ее мы провязываем изнаночной, а следующую переснимаем, нитью обкручиваем с лица на изнаночную сторону. И снова мы ее не будем провязывать, а переснимем как кромочную. Далее точно так же вяжем до следующего разворота. Таким образом, нам нужно будет вязать до самых пройм. Постепенно наш рукавчик будет приобретать округлую форму и имитировать плечико. Но как, не обманула я вас, что это действительно очень простой способ. Так мы будем вязать разворотами до маркеров. Маркеры я расставила по пройме. Давайте покажу как. То есть вот она наша центральная петелька. Вот наша центральная, которая идет как раз-таки от шва. От нее мы начинаем вести отсчет влево. Итак, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь ставим маркер. То есть как раз-таки здесь заканчивается наша пройма. Далее точно так же от центра считаем вправо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-я петелька немного заходит на боковинку, но в принципе в конечном результате этого не будет заметно. Помним, мы с вами уже провязали тогда первый ряд от центра, от нашей проймы. Все. Так вяжем поворотными рядами до наших пройм. Вот что у меня получается. У меня осталось по одной петельке до маркеров, и я вам покажу, как дальше продолжить, когда мы провяжем все петли до маркеров. Итак, вяжем наши петельки до разворотной линии, вернее, до разворотной петли. Мы подошли к обкрученной петельке, ее провязываем как лицевую. Здесь точно так же мы переснимаем и обкручиваем нашу петельку. Маркеры, в принципе, уже можно даже убрать. Ну, вернее, этот маркер. Разворачиваем на изнаночную сторону. Здесь ее переснимаем и вяжем пока что до следующей обкрученной петли. Провязываем обкрученную петельку изнаночной, следующую переснимаем и обкручиваем ее. Здесь мы тоже подошли к маркеру. Его тоже уже можно убрать. И с этого момента мы полностью переходим на круговое вязание. Но не торопитесь, я вам там еще покажу один нюанс. С одной стороны здесь все очень просто. Первую обкрученную петлю провязываем и дальше все точно так же вяжем до следующей проймы.
Кстати, именно в этот момент можно считать, что мы провязали только первый ряд, если считать от самой проймы. И с этого момента мы просто вяжем по кругу на необходимую длину. Лично я буду вязать до косточки на запястье. И у меня это выйдет 150 рядов. Но все еще не торопитесь, я все еще не показала вам нюанс. Провязываем петли по пройме. И здесь, смотрите, вот она, наша обкрученная петелька. Если мы ее провяжем, у нас может образоваться вот такая вот дырочка. Поэтому смотрите, что можно сделать. Поднимаем перемычку между петлями, набрасываем ее и таким образом провязываем 2 петли вместе. И все. Дырочку мы минимизировали. Все получается красиво и аккуратно. Все, вяжите необходимую длину рукава. Но я советую до косточки. Даже можно немножечко короче, потому что потом чуть-чуть все-таки рукавчики вытянутся. Но не критично. Хочу вам еще раз показать, как аккуратно выглядят наши петельки, как красиво вписалось наше плечико. Что ж, я провязала 150 рядов. Вот так теперь выглядит рукавчик, и в сантиметрах у меня выходит до проймы где-то 43 сантиметра. Сейчас будем формировать рукава фонарики. У меня здесь немножко петли слетели, поэтому чуть-чуть подождите, может быть, кому-то это пригодится. Итак, от самого центра, от проймы, мы будем вязать по 2 петли вместе. Здесь я уже перехожу на чулочные спицы, так как мне так будет удобнее. 2 петли провязали вместе, потом еще 2 петельки, подтягивайте поплотнее их, чтобы у вас аккуратно легли петли в полотно. И если разделить на 4 спицы, у вас выйдет по 12 петель на каждую из спиц. То есть мы сокращаем ширину нашего рукава ровно вдвое. И по завершению этого круга у нас останется на спицах 48 рабочих петель. Все петельки я убавила. И советую именно этот рядочек пометить маркером. Он будет у нас нулевым. От него мы будем вести отсчет для наших манжетов. Его в расчет мы брать не будем. Манжеты мы будем вязать резинкой. И так, чтобы у нас все перекликалось с рисунком нашего полотна, я буду вязать 2 на 2. Поэтому смотрите, чтобы количество петель на манжеты у вас делилось на 4. И все, вяжем 2 петли лицевые, 2 изнаночные. Далее 2 петли лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Так вяжете по кругу 20 рядочков в длину. 20 рядов я уже провязала. И сейчас нам осталось лишь закрыть наши петельки. Здесь я решила ничего не мудрить, а закрыть точно так же, как мы закрывали наши проймы, вырезы по горловине и по спинке. Поэтому здесь абсолютно ничего нового. Я даже не буду повторяться. Просто оставлю вам показать, если вдруг вы забыли. А еще я вас научу не паниковать, если вдруг вы начали закрывать и у вас просто не хватило ниточки. Вот еще советую не перетягивать петли, чтобы потом манжеты не были у края слишком плотные. Этот край, я бы не сказала, что эластичный, поэтому следите. Но и сильно расхлябанными тоже их не делайте, потому что они все-таки будут держать ваши манжеты и не позволять им растягиваться.
Вот так аккуратно будут выглядеть наши манжеты. Смотрите, это просто прелесть, как будто так и было задумано. Вернее, так и было задумано. И, кстати, в этом месте у меня закончилась ниточка, поэтому не паникуем, не расстраиваемся, ничего страшного. Просто прикладывайте следующую ниточку и продолжайте закрывать петли. И осталось всего лишь просто подтянуть немножечко наши ниточки, чтобы косички стали на свои места. Потом мы аккуратненько их завяжем, заправим, и ничего не будет заметно. Так что не боимся. И еще вам хочу показать, как заправить хвостик последней косички, чтобы состыковать наш круг. Вытягиваем ниточку, обрезаем ее. Далее можно делать это иголочкой либо крючком. Соединяем два краюшка, смотрим, как бы нам их красиво уложить. И далее подхватываем за обе дужки нашу косичку, которую мы закрывали. Вытягиваем ниточку и эту же ниточку вводим в центр предыдущей косички, откуда она и вышла. И протягиваем. Свободный хвостик мы потом немножечко заправим, завяжем узелочки, и все будет прекрасно. Второй рукавчик вяжем аналогично первому. Ну что ж, осталось довести до идеала нашу горловину. Ее, конечно, можно оставить и так, но я решила ее обвязать айкордом. Изначально берем ниточку и набираем классическим способом 3 петли. Изначально у нас получается 2 и подбираем еще одну. Далее находим центральный плечевой шов. И вводим спицу в косичку, не в кромочную, а в ту косичку, как мы подбирали наши петли на рукавчике. То есть у нас здесь 2 косички, и в одну крайнюю мы будем вставлять нашу спицу и подхватывать петли. Итак, вставляем, захватываем петлю, передвигаем спицу, и сейчас с самого начала спицы мы провязываем 2 петельки, первая, вторая, все мы вяжем лицевыми, а следующую мы разворачиваем и провязываем 2 петельки вместе. Далее вставляем сразу же в следующую косичку. Здесь мы уже ничего не будем пропускать. Снова с самого начала провязываем 2 петельки. Третью мы разворачиваем и провязываем 2 петли вместе. Так мы таким образом присоединяем наш шнур к полотну. Следующая. Подхватываем петлю. Провязываем с самого начала 2 петельки лицевыми. Третью разворачиваем. И провязываем 2 петли вместе. Вы, конечно, можете и не разворачивать третью петлю, но тогда шнур будет не очень красиво лежать. Я пробовала, несколько раз переделывала. В общем, этот вариант мне понравился больше всего. Так вы обвязываете полностью по кругу в каждую петельку. Вот такая красивая обвязка у нас будет получаться.
Когда мы дойдем до убавленных петель по горловине и спинке, мы здесь точно так же будем подхватывать петли в каждую петельку, то есть в каждую лицевую и в каждую изнаночную. Обвязываем так полностью по кругу. Прошла секунда, а у меня уже все готово. И теперь нам осталось только соединить наш шнур, начало и конец. Сейчас давайте мы просто закроем эти петли, так будет удобнее. Закрываем мы их по такому же принципу, как и все остальные. И вытягиваем хвостик подлиннее, чтобы нам было удобнее потом сшивать его иглой. Итак, вставляем иголочку в центр левой крайней косички, и мы будем двигаться слева направо. Находим крайнюю косичку от полотна и вставляем в нее слева направо, захватывая обе дужки. Здесь это тоже шов петля в петлю. Возвращаем иглу в центр косички, из которой выходили, и выводим с изнаночной стороны на лицевую в центр следующей косички. Подтягиваем. Далее опять захватываем за обе дужки косичку, это уже вторая, слева направо. И возвращаем иглу в центр косички и выводим из центра следующей косички. И снова захватываем косичку за обе дужки. Слева направо. Возвращаем иглу в центр косички. Все, так мы соединили наш шнур, и все теперь выглядит аккуратно и достойно. Ниточку теперь можно немножечко прошить в шов, чтобы потом удобнее было заправлять, и она нигде у нас не выпирала. Все готово, но подождите, я вам покажу лайфхак. Помним, когда мы подбирали рукава, у нас образовывались дырочки на стыке между проймой и лямками. Вот, посмотрите, вот она такая большая. Бывает и покрупнее, но что мы делаем? Мы захватываем эту петельку и вытягиваем ее как можно сильнее. Далее находим по полотну, куда она идет, левее, и подтягиваем. То есть по факту откуда она берется? Это просто петли слишком плотно затягиваются по нашей пройме. То есть теперь нам их нужно просто распределить по пройме, сделать их такого же размера, как и все остальные петельки. Постепенно мы перетягиваем эту ниточку, и все петельки становятся на свои места. А сейчас время ржача, как мой Смоктуновский, блин, постоянно мне мешал. Вот это чудовище тут мешает.